Привет, фанаты BTS. То, что должно было стать славным моментом, превратилось в болезненное испытание для миллионов поклонников. Тэхён, также известный как V из BTS, стоял один на красной дорожке среди ярких камер и вспышек, без единого члена своей команды менеджеров. Мир задался вопросом: где HYBE? Фотография распространилась по социальным сетям со скоростью лесного пожара. Тэхён стоял гордо с легкой улыбкой, но в его глазах было невысказанное послание. Фанаты, или ARMY, отреагировали немедленно. Это не совпадение. Это оскорбление, написала одна из крупнейших фан-баз группы в Бразилии. Возмущение вспыхнуло по всему миру. Тысячи твитов вторили одному и тому же настроению: HYBE, вы слишком. Хэштеги «решетка против Стая Юнг» и «решетка Эбиэх Плайнд Хиз» быстро стали трендами в более чем 25 странах менее чем за 2 часа. На нескольких видео со съемочной площадки Тэхён выглядел растерянным. Он пристально посмотрел на своего менеджера, стоявшего далеко позади. Никто из команды не поприветствовал его, не помог ему и даже не сопроводил на интервью. Инцидент произошел на престижном мероприятии, где присутствовали международные деятели индустрии развлечений. Однако только V из BTS был замечен идущим в одиночестве, без какой-либо поддержки агентства. Создавалось впечатление, что его намеренно подвергают остракизму, и это было непростительно. Этот момент стал сокрушительным ударом для фанатов, которые уже давно испытывали недовольство. Они вспомнили множество подобных случаев, когда Тэхён казался отстраненным или подвергался жестокому обращению со стороны руководства HYBE. Общественность возмутила отсутствие разъяснений со стороны HYBE. Когда фанаты задали этот вопрос напрямую на платформе Weverse, их комментарии были удалены. «У вас даже не хватает смелости ответить?» — резко написал один японский фанат. Армия не молчала. В течение нескольких часов они составили подробный отчет об инциденте на 3 языках и отправили цифровой документ в штаб-квартиру HYBE, требуя официальных извинений и обещания защитить своего артиста. Была запущена петиция под названием «Справедливость для достоинства Тэхёна». За сутки она собрала более 1 миллиона подписей. Поддержку получили не только фанаты BTS, но и поклонники К-поп из разных фандомов и стран. Некоторые фанаты назвали это формой символического пренебрежения. Позволить артисту ходить одному в центре внимания – это тонкая, но оскорбительная форма травли. «Он выделяется, но не осторожен», написал один из корейских обозревателей поп-культуры. Интернет превратился в площадку для протестов. В ТикТок снова стала вирусной подборка видео, на которой Тэхёна игнорируют на предыдущих мероприятиях. Комментарии были полны гнева. «Хватит уже. Ви заслуживает уважения». Высказались не только обычные фанаты. Ряд инфлюенсеров, актеров и даже журналистов начали освещать инцидент. Они сетовали на то, как со звездой мирового уровня могут так неуважительно обращаться на таком важном мероприятии. Тэхён известен не только своей внешностью и популярностью, но и своей искренней личностью. Он всегда кланяется при приветствии, всегда улыбается, даже когда явно измотан. Многие говорили, такого хорошего человека нужно защищать, а не обременять. Но, находясь в центре внимания, HYBE хранил молчание, никаких заявлений, никаких разъяснений, никаких извинений. Это молчание подогревало гнев фанатов, доверие начало разрушаться. А это опасно для всех, кто полагается на публику. Тогда фанаты запустили масштабную кампанию в социальных сетях под названием «Не один, Тэхён». Они сменили свои фотографии профиля на изображение Тэхёна, стоящего в одиночестве на красной дорожке. Этот небольшой жест стал символом сопротивления, нарушившим тишину. Гнев перерос в организованное движение. Фанаты собрали средства на установку рекламных щитов с надписями солидарности с Тэхёном в Нью-Йорке, Лондоне, Джакарте и Сеуле. Они хотели, чтобы мир узнал, что Ви не одинок. Некоторые армии даже обратились в международные СМИ, такие как BBC и The New York Times, чтобы поднять этот вопрос. «Дело не в знаменитостях, а в человеческом достоинстве», сказал один из фанатов в интервью местным французским СМИ. За блеском и гламуром мира развлечений этот инцидент обнажил давно скрытую темную сторону. Эксплуатация, пренебрежение и подавление артистов стали горячей темой для обсуждения на публичных форумах.
Случай Тэхёна теперь стал символом этого сопротивления. Сам Тэхён никак не отреагировал, но, как обычно, опубликовал в своем личном аккаунте фотографию теплой улыбки. Многие восприняли это как знак болезненного терпения. Поклонники смогли ответить лишь «Мы знаем, что вам больно». Волна поддержки продолжает литься. От Бразилии до Таиланда, от Америки до Индии фанаты создают фрески, видеоролики поддержки и открытые письма для Ви. Они хотят, чтобы он знал, среди несправедливости есть любовь, которая никогда не угаснет. Молчание HYBE теперь мина замедленного действия. Если ее не устранить, это не только нанесет ущерб их репутации, но и подорвет глобальное доверие к системе, которая так долго защищала южнокорейских айдолов. Теперь все ждут их следующего шуга. Извинится ли HYBE? Вступит ли он в диалог с фанатами? Или они еще больше отстранятся и позволят этому кризису стать неизгладимым шрамом в своей истории? Несомненно то, что это не конец, это начало нового осознания. Публика больше не слепа, она больше не хочет просто наблюдать, она хочет убедиться, что такая великая фигура, как Тэхин, больше не стоит одна в мире, который должен чествовать его. Эта история будет жить в коллективной памяти фанатов. Красная дорожка, которая должна была стать праздником, превратилась в поворотный момент. От пренебрежения к борьбе. Для HYBE послание миллионов сердец по всему миру было ясным: не позволяйте ему снова остаться одному. Не на сцене. Не за кулисами. Не в реальном мире. Посреди этого хаоса ARMY обрели силу, о которой и не подозревали. Они не только поделились своим разочарованием, но и объединили свою решимость добиться реальных перемен. Они знали, что их голоса теперь звучат по всему миру. Некоторые крупные фан-базы даже начали обращаться в международные юридические фирмы для расследования возможных нарушений трудовых прав и управленческой этики. Они хотели гарантировать, что подобное никогда больше не повторится ни с кем, особенно с артистом такого масштаба, как Тэхён. Один из поклонников из Канады написал открытое письмо СМИ: «Мы стали свидетелями глубокой эмоциональной пустоты, когда он стоял один. Это был не просто технический сбой, это была эмоциональная боль, проявленная публично». Письмо было прочитано более 1 миллиона раз. Вскоре после этого в Твиттере X разгорелась вирусная тема, демонстрирующая серию моментов, когда Ви, казалось, остался в стороне от внимания. От презентации альбомов до телевизионных интервью фанаты начали собирать воедино то, что раньше казалось разрозненными фрагментами. То, что поначалу казалось просто неудобством, теперь стало конкретным доказательством того, что что-то не так. Это было не просто 1 или 2 раза. И этого было достаточно, чтобы волнение фанатов переросло в организованное возмущение. На рекламных щитах Таймс-сквер появилась фраза «Он одинок, но мир с ним». Многие прохожие спрашивали: кто он? Кто такой Тэхён? И именно тогда внешний мир начал присматриваться к Ви внимательнее. Азиатские организации по защите прав артистов также подключились. Они направили HYBE открытый запрос с просьбой пересмотреть систему поддержки артистов, особенно тех, кто все еще связан строгими эксклюзивными контрактами. Даже широкая публика, ранее незнакомая с миром К-поп, была тронута. Многие начали сочувствовать Ви после просмотра видеозаписи инцидента на красной дорожке. Он выглядел одиноким, словно ему было трудно пробраться сквозь толпу, написал один из старших пользователей сети. Возможно, самым трогательным стало открытое письмо маленького ребенка из Таиланда, который от руки написал: «Дорогой Тэхён, ты не один. Я пойду с тобой». Письмо, опубликованное его матерью, мгновенно стало вирусным и довело многих до слез. Первоначальный всплеск гнева перерос в бурное проявление чувств. Фанаты создали песни, стихи и видеоролики в память о Ви. Они хотят, чтобы он знал, что их любовь не безответна. Некоторые компании, сотрудничающие с BTS, даже высказались. Они выразили недвусмысленную поддержку в социальных сетях, публикуя фотографии Ви с эмодзи в виде сердца или словом «уважение». Это сигнал о том, что мир обращает на них внимание. Однако HYBE не высказались. Их молчание теперь воспринимается как косвенное признание того, что то, что говорит общественность, может быть правдой.
И это молчание медленно, но верно начинает подрывать доверие, которое они так упорно строили. Эта ситуация заставляет многих задаваться вопросом, готовы ли HYBE потерять свою самую крепкую основу, доверие публики и любовь фанатов? Без этого они – просто пустая компания с громким именем и бездушием. Тем временем фанаты продолжают посылать Тэхёну позитивную энергию. Они провели виртуальное мероприятие под названием «День объятий Ви», где фанаты по всему миру одновременно загружали фотографии цифровых объятий для Ви. Это был уникальный и трогательный жест поддержки. Хэштег «Решетка в Десервис Беттер» появлялся вместе с решеткой Йоари но Таланев 3 дня подряд в 5 главных мировых трендов. Это доказывает, что это движение не просто мимолетное увлечение, это голос миллионов людей, которым действительно не безразлична судьба. Фанаты также создали кампании по сбору пожертвований в пользу благотворительных организаций от имени Тэхёна, чтобы распространять любовь, а не гнев. Собранные средства используются для помощи беспризорным детям в разных странах. Ви всегда был источником вдохновения для доброты. Среди всего этого хаоса Тэхён остается мягким человеком, полным эстетики и ценящим тишину. Ему не нужно кричать, чтобы быть услышанным, потому что весь мир кричит за него. Это событие запомнится как важная глава в истории индустрии развлечений, потому что впервые мировое сообщество по-настоящему объединилось, не ради прославления популярности, а ради защиты достоинства артиста. Мы видели, как камера может запечатлеть, но она также может раскрыть правду. И в тот день камера запечатлела самое честное и неоспоримое – хорошего человека, стоящего в одиночестве, но мир отказывается его принять. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna